привет. Мы продолжаем проходить ложь Пи. Это у нас Souls-like для ПК Бояр. Остановился я на боссе, которого не могу пройти. Это коп какой-то, полицейский с электричеством. Что-то я прошлый стрим долго на нем сидел, но не знаю, может быть сейчас получится. Поехали. Будем закреплять товарища этого. То ли я атаки неправильно понимаю его. Вот пропускаю много, это точно. Оп, ну вроде все парируется пока. А какой замашистый удар был, а? Ты смотри. Ну типа вторая фаза. О, точно, это же был граб. Вот на граб он меня часто ловил, это я помню. Оу, прилетело. Ну, а заряженный удар-то как делать, я уж не помню совсем. Ага. Падла, ускочил. Ай, тихо, я, может быть, успею. Вот типа того. И еще один заряженный. Не успею. Так, ну давай полечимся. Раз. Два. Ай-яй-яй-яй-яй. Пропускаю. Ой, я граба ушел. Все, не жилец. Сколько добила? Ну да ладно. Вот вроде все делаю правильно, как я считаю. Но что-то как-то он меня бьет, и у меня просто не хватает лечилок. Может, прокачка не верна в целом. Такое же тоже может быть, правильно? Иди сюда. Ой. Не та кнопочка. Все равно, мне кажется, надо хотя бы частично от парирования играть. Что-то, как-то увороты тут, такое себе. Не очень эффективная штука. Ну, если что, мы можем себе помощника, конечно, призвать, если уже будет совсем край, как бы. Этот босс реально надоест. После этого босса, кстати, будет прокачка. Будет прокачка, откроется древо навыков и все такое, так что он, скажем так, еще один из вступительных боссов является.
3, 4. Все, отходим. Раз. Раз. Два. О, тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй. Не получилось. Ну чё ж ты не ушел-то? Во, треснул. Хорошо. У меня хотя бы суперудар начал этот получаться. Так, аккуратненько. Этот босс, кстати, похож на Парла из Bloodborne. Я вспомнил. Ай-я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 й, на него иду же. Блин, да до чего у него раз таки размашистый, а? Он достает реально в любом случае тебя. Вообще никак не убежать. Либо у меня, может быть, просто выносливости не хватило. Что-то я на этот момент не обратил внимания. Босс-то, по идее, блин, легкий. Ну, он типа был в демо-версии. Его обязательно нужно было легкостью проходить, скажем так. Что-то вот вообще никак у меня с ним не вяжется. Вроде все верно делаю. Ну, типа и тайминги парирования вроде как запомнил. Там ошибки. Ошибки, значит, у меня то, что я тороплюсь, попадаюсь на граб. Это по-любому. Я думаю, еще один уровень, наверное, надо бахнуть в этот, какого. Вес. Чтобы побольше немножко веса переносить. Может быть, у меня этот, какого. Перегруз небольшой, хотя нет. Вроде написано, что не очень тяжело. Бам. Раз, два. Ой. Ошибка. Вот опять ошибка. Хорошо, хоть у него на первой фазе граба нет. А то я бы по-любому не вытянул. О, тихо. Не пойдет. Не успел я чуть-чуть. Все, хана мне. Или вывезем чуть-чуть. Ну попади ты, блядь. Ну там чуть... Я чуть-чуть до него не дотянулся. Просто не дотянулся чуть-чуть. Если бы я его вырубил, был бы большой шанс.
Ничего, сейчас сделаем. Наверное, когда-нибудь. Часто, кстати, такая фигня, я смотрю. Встречается, что я либо до этого босса не дотягиваюсь, либо, ну, часто удары в воздух проходят, то, в принципе, снимает у меня стамину. Так делать не нужно. Так, что там отскок? Просто на Б, да? Отскакивать-то не получается. Вот вообще никак он попадает. Может, это какой-то баг разработчиков, я не знаю. Он непроходимый. Да нет, проходят же люди. Это я кривой. Вот чё лезу вообще? Как я удачно. И дотянемся, не? Дотянулся. Граб. Ну, всё, хана, да? Да. Ну, вставай быстрее. Эх, опять не дотянулся. Эх, да-да-да-да-да. Вот никак за него не зайти, за спину ему. Когда я подох. Печально. На следующий забег надо будет сходить сейчас. Пару уровней поднять, что ли. Поднакопилось уже. Глядишь, к этому, пока я изучу тактику этого босса, вернее, одержу победу над ним. Глядишь, уже все статусы прокачаю. Шикарно же. Пригодится как бы. Интересно, какой тут максимальный уровень? Ты не достал-то? Ну, старичок, иди сюда. Не клеится что-то с этим боссом никак. Ну ладно, если что, альтернатива есть. Падла, вот он бьет и вот ходит. Он не хочет сражаться
И каждый удар просто наносит мне урон. Неважно. Заблокировал я его. Или нет. Ну и... Да. Я пропустил и сам тоже не ударил. Плохо все. Все, и у него, короче, кола пропала. О, ну хоть так. Так, все, давай-ка убежим от нее. Ага, я-то убегу точно. Он же шарашит, как сумасшедший. Так, давай, ходим. Прокачаемся. Я еще хочу посмотреть. Может быть, оружие мне мешает вес сбросить. Ну, типа, не должен быть у меня в начале игры такой перевес из-за всего двух оружий, по идее. Лишних. Двух частей. Ну-ка, давай, в хранилище. Использовать. Да, вот это выкладываю. Все равно тяжелый. Почему? Ну, у меня перевес, я не понимаю. Если вот это вот я, допустим, все выкладываю. Перевес не уменьшается просто. Как это работает? Непонятные какие-то вещи творятся. Так, что, давай, новый уровень, новый. Вот это выдержка, по-моему, да, у нас на вес влияет. Чего недостаточно? Ошибочка вышла. Я жду, что ты не забрал. Придется метнуться кабанчиком. Забрать души. Вернуться обратно. Все-таки 2 пункта плюсом это не шутки. Здорово, Василий. Ну не прямо сейчас, если. Но мне завтра надо будет дочку забрать. Помнишь, кстати, фильм такой? Забери мою душу. Я помню, в Мурманске в кинотеатр ходил на эту дичь. Там писали от создателя этого Крика и Кошмар на улице Вязов. Какая хрень. Короче, билет стоил, по-моему, рублей 300, а попкорн в этом же кинотеатре стоил 500. Для меня вообще вот это, кстати, осталась загадка. Почему, типа, билет стоит дешевле, чем попкорна? Стаканчик. Причем не самый большой, по-моему. Ситуация. Короче, фильм полное говно. Все просто... Во-первых, зал-то был довольно-таки неполный. И большинство людей просто уходило там со словами посреди тишины. Ну и говно. В общем, был лютый провал просто. Так, давай качнемся. Как же быть-то с этим боссом, блядь? Как он меня достал уже. Ну, я думаю, ну видишь, я только начал. Хотя бы до 10, что ли.
У тебя что, все уже трясется все. Так, телепортироваться на отель Крат и сюда. Почему-то вот эта Софья стоит, у которой ты можешь прокачиваться, такое ощущение, что она это беременная какая-то вся какая-то. Он реально как будто у него пузо круглое. Может там червячки. Да, воспользуйся моей силой, новый уровень. Вот, выдержка. Что она добавляет? Вот, вес она добавляет. На 3 кило плюсом, короче. Но не только. Это еще добавляет защита, шанс снижения урона и сопротивления. Защиту она мне добавляет, выдержка. Че, махнем, может, не глядя, пару пунктов-то, а? Один хрен качаться. Ну, как бы не в эту ветку вообще. Вообще, по идее, с моим оружием это мне ХП качать и подвижность. Но смысл от большого количества ХП, когда ты в щи получаешь. Ладно, бахнем. Ага. Теперь я не настолько, да, перегружен? С этим, конечно, жуткая недоработочка, по-моему. Подожди-ка. Мне кажется, или у меня перекат увеличился? Посмотрим, давай, Васек, на созванивающем. Так, телепортация. И вот сюда, да. Бля, что если у меня, короче, все это время был реальный перегруз, короче, и я отсюда получал въебасос. Не знаю, мне что-то в это слабо верится. Не, что я... 23 минуты стрима и закрывать? Нет, так не получится. Да и это какого? Надо ж пройти того урода. Как иначе-то? Я с ним уже второй стрим сижу. В этом того, что это вообще вступительный босс. Первый был Карабас-Барабас, от которого костюм мне достался. Кстати, прикольный. Сейчас тебе покажу. Бам-бам-бам-бам-бам. Где тут моточки? Вот. Вот такая вот маска, короче. Как тебе? Да, хорошо. Закончу звяк. Первым боссом, если был Карабас-Барабас, то тогда вот этот вот Электрокоп. Вот он прям вообще что-то какой-то лютый. Хотя тоже вступительный, он был в демо-версии. Ну, в общей сложности, вот я на прошлом стриме с ним, наверное, часа 2 просидел. Сейчас вот уже полчаса есть. Типа я в секиры финального босса завалил за 3 часа, камон. Тут что-то неладное, по-моему. Ходи, мои души. А, я, наверное, только прокачался, и поэтому, да. Так, давай, иди сюда, уебок. 3, 4, 5. Бам, 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 бам. Все, стоим. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Тайминг не попал. Ой, ебак. Два. Нет. Оба. Вот это было хорошо.
И вот так вот. Бам-бам-бам-бам. Давай, раз, два. Отошли. Бля, нет, не отошли. Так, ну он наверняка граб замыслил. Хотя нет. Два. Все, подожди, перекур. Оп. Раз, два. Ну это ерунда. Раз, два, три. Бля, из лужи надо выходить. Так, подожди, такое ощущение реально, то что я быстрее стал. Главное не обольщаться. И бам. Плохо. Не попадаю. Так, может быть забегать пока что. О-о-о-о. Это залет воин. Всё, хана. Мне тупо жизни и количества не хватило, чтобы сейчас даже парирование отразить. Тут надо было либо идеально его отражать, что невозможно в принципе. Он же у меня еще и электричеством бахает. Падла. Ну, по-моему, все-таки это, да. Такое ощущение, что чуть-чуть персонаж на какие-то доли секунды, я не знаю, быстрее стал. Мне главное самому по-мудацки сейчас парирование не просирать. Я думаю, может все получиться. Оп. И оп. Да ладно. Все равно есть сомнения. От парирования в эту игру играть. Либо же все-таки с уклонением. Либо это как-то миксовать надо грамотно. Непонятно. Ну хотя бы механика в целом ясна. Парируешь урон. Надо сразу же его отбивать, как в Bloodborne это было. Чтобы вернуть себе здоровье. Только идеально парированный удар может помочь. Не потерять это здоровье. Сейчас было идеальное парирование. Урон не получил. Восстанавливать ничего не надо. Вот. Сходу пропускает два удара. Раз, два. Нет. Нет. Ну, последний удар вроде как в зачет пошел. Вот. Нет. Вот. Вот. И бам. Раз, два, три. И заряженный. Да, падла. Ну-ка, заряжен. А, нет. А, все, хана. Просрал я вспышку. Вот так вот, отлично. И неплохо вроде. Ну, почти. Валим, валим. На гелике. Граб. Ну, видел же его. Давай уже, кидай меня. Кидай меня во всякое. И... Оп. Раз. Два. Нет. И... Тоже нет. Ой. Оба. Раз, два.
Да, бля, ну. Раз, два. Так, главное не жадничать. Давай полечимся. 2, 3, нет. Раз, два, три. Ну-ка, заряженный, да ладно. И есть. Все, сейчас я его вынесу. Наконец-то. Наконец-то. Чё там, аккумулятор с избыточным, избыточным весом? Чё дали-то вообще? Так. Тут плюс 5000. Ну, да давай сразу же. Все равно качаться. Еще что-то дали, видел. А, нет. Наверное, такие расходники, которые у меня уже были. Я думаю, так. Это сердцевина. Основная деталь сердца Пи. Основная деталь для активации сердца Пи. Активация позволит использовать кварц. Сердце Пи квинтэссенция мастерства гениального Джепетта, творца марионеток. Для сборки такого устройства необходимы редкие детали. Окей, это что? Собирать, разбирать оружие. Ладно, это было. В общем, ничего такого прям особенного пока не дали, но сейчас в дальнейшем у меня откроется ветка прокачки. Все, наконец-то. Спустя 3 часа этот босс был повержен. Мать его. Крови, конечно, он у меня попил знатно, но что делать? Подточим топор свой. Вернее, саблю. Да, в принципе, сейчас не вижу смысла куда-то телепортироваться. Души я вряд ли потеряю. Сейчас скорее больше как-то сюжетная будет составляющая. Просто пойдем вперед. Путеводитель Вининьи. Уважаемые жители Крата, фабрика захвачена марионетками. Какова бы ни была причина, ответственность лежит на компании Вининьи. Я Лоренцо Вининьи. В одиночку остановлю этих дьяволов. На фабрике сейчас очень опасно. Не заходите туда и берегите себя. В остальном, я положусь на господина Джепетто, которому доверяю как никому другому. Да спасет нас всех Бог. С наилучшими пожеланиями, Лоренцини Вининьи. Ясно, понятно. Уф, ну слава богу. Аж отлегло, правда. С этим боссом уже надоело сидеть. К тому же он, ну он реально плевый, как бы. Опа. А я думал, это люди в мешках. Кстати, такая прорисовка тоже. Просто в текстуры народ накидали. Думаю, мы здесь закончили, приятель. Вернемся в отель. В смысле вернемся? А я думал, это... А я думал, надо туда идти. Но там же кто-то стоял. Ну, Чиполлино, а? Так, да. Отель Крат. А, слушай, вот тут даже написано, короче, кто типа со мной поговорить хочет. Либо новые персонажи какие-то. Сейчас посмотрим. О, беременная баба переместилась. О. Так, я души пока тоже тратить не буду, потому что они, возможно, пригодятся для прокачки. В смысле, для чего-нибудь еще. Найденные пластинки можно послушать с помощью граммофона в отеле. Музыка на них дарует вам человечность. А, кстати, вот, я вот про этот момент
Тоже подзабыл. А что мне дает человечность? Я узнаю то, что в первом Bloodborne человечность давала шанс выпада какого-то определенного полезного лута. Бля, читать. Нить куколда. Так, тут можно... А зачем этот станок нужен, если вот тут барышня сидит? Зачем? Ладно, она говорит, давай загляни ко мне. Ну, давай заглянем. Я обнаружил следы мощной энергии, исходящей издалека. Еще одна загадка разгадана. Почему бы не сделать ее с помощью руки Легиона? Господин Винини настоящий эксперт по рукам Легиона, но я тоже умею их делать. Марионеток легко поджарить электричеством. Электрическая рука Легиона будет тебе полезна. Вот и молнию дали. Я думал, за убийство босса дадут. Ну, по факту, так оно и есть. Только дали ее отдельно. Хотя могли бы эту способность и так навязать, после сразу же убить. Ладно, все. Так. Ну, вот вообще гарпун неплохая штука. Вот это что у нас? Скелится она, короче говоря, от подвижности и выучки. Я уже забыл, что это за параметры у нас. Подожди. Ну, ее, конечно, надо будет определенно попробовать. Что ты? Я использую, да. Новый уровень. Подвижность — это сила. А выучка — это... Это мне тоже надо, этот параметр. Правда, не очень значительный прирост прямо она дает. Так, тут на 4 плюсом идет. Игра про цифры. 67, 69, 72 это плюс 3 и 70. Угу. То есть я могу, короче, себе атаку поднять. Это если я буду, допустим, чисто двуручным оружием пользоваться. Ну, вообще, в целом, подвижность тут одно из основных, короче говоря, параметров. Ее, в принципе, при любом оружии почти надо качать. Рука Легиона. Короче, если у тебя есть гарпун, то оно опять же скелится от подвижности, то есть силы, от выучки. То есть это, если я правильно понял, ловкость. Да, это, по-моему, ловкость. Причем на букву А она скелится. Но от таланта меньше всего. Но если ставить электричество, эти буквы меняются на Б в основном. Ну, пока я ничего качать не буду, мы просто поставим этот параметр, точнее, эту способность электрическую. Да. Что надо? Ну, тут у меня нечего улучшать. Рукоять тоже. Выбирать тоже нечего. Ну, давай поговорим. Ладно. Вот, рука Легиона. Ничего себе, атака электричеством 150 плюс 17. 117. Она и весит меньше. Рука Легиона с мощным электрическим зарядом накапливает заряд и поражает противника электрошоком. Молнии с древних времен считали проявлением божьей власти и ярости. Теперь божья ярость спускается на землю и используется для уничтожения остальных чудовищ. Попробуем. Чисто в параметрах мы можем это дело менять? Ага. Вроде никак.
То есть это можно, получается, только на костре, да, делать? Да, сменить. Это на костре только менять можно. Окей, пошли искать пластинку. В магазинах ничего даже. Ну, расходники тут какая-то ерунда на самом деле пока что продается. Я не знаю, потом это изменится или нет. Расходники пока вообще ни о чем. Так, у нас тетка. Что нам дает эта женщина? Звучит очень опасно. Джипи это обычно не настолько обеспечен. А обычно должно быть горе лишило его благоразумия. О боже, не надо было это говорить. Вам с Джипета всегда рады в этом отеле. Комната Джипета на 2-м этаже. Приходи, когда захочешь. Ну, я понял, что он на 2-м этаже. Тут особо бегать-то негде. А где граммофон-то ваш великий? Я хочу его слушать. Буду танцевать. Там вот тренировочная вообще. Может, на 2-м этаже этот граммофон? Для музык нужен. Нет, ни хера. Потом уже выйдем в свет, надо будет руку опробовать на мобах, как она вообще действует. Вот, да, эта комната. Проверим еще вот здесь, что вот у нас вообще изменилось. Потому что босс-то этот один из вступительных, как бы, и поэтому после него может что-то поменяться. Какой-то ключ еще нужен. От какой-то комнаты Розы Изабеллы. Так, ладно, все, погнали. К мастеру марионеток идем. Master of Puppets. Здрасте. Ага, вот он стоит. Бля, слушай, а прокачки тут серьезно, как в этом помнилось-то? Evil Within прокачка. Там же такая же история была. Тоже садишься в кресло, тебе на голову шлем одевают, и ты там током бьют, ты прокачиваешься. Не украли, а вдохновились, короче. Как обычно. Давай с ним поговорим. Ты вернулся. Уф, прости сентиментального отца за чрезмерное беспокойство о сыне. Помню, что ты мне очень дорог. Даже если я прошу тебя рисковать собой. Кстати, за бульваром Элизион есть фабрика. Она кишит марионетками. Дай-ка угадаю, мне сейчас туда надо идти. Мой друг-изобретатель Винини отправился остановить их, но так и не вернулся. Пожалуйста, спаси его и прекрати работу фабрики. Сердце Пи – источник твоих сил. Собирай кварц, чтобы окрепнуть. Ага. Ну давайте, буду собирать. Ладно. Больше кварца. Понял? Помни, этот отель – последнее безопасное место в Крате. Это наше единственное убежище в городе, полном опасностей. Если сюда проберется кто-то с недобрыми намерениями, он сможет натворить бед. Хорошо подумай, прежде чем рассказать кому-нибудь об отеле, особенно если это гвардейцы или алхимики. Будь осторожен с опасными людьми и оставайся моим хорошим мальчиком. Good boy. Так, сердце Пи. Используйте ячейки сердца Пи для активации скрытых способностей персонажа. Поместите кварц в сердце Пи, чтобы получить соответствующий эффект. Заполнив кварцем все ячейки одной группы, вы получите синергетический эффект этой группы. Ау. На всякий раз при активации эффектов синергии двух групп разблокируется следующий этап. Чем выше фаза сердца Пи, тем больше разнообразия эффектов. Не совсем понятно. Больше импульсных ампул. Ага, это хилки. Количество их. Что еще есть? Ага, это супер удар. Вот теперь на самом деле по большей части, ну, то есть они РПГ составляющие больше сделаны.
Уклонение дополнительное. Это очень интересно. Промедление возможности ошеломления. Интервал. Время дается. Блин, да тут все хочется прокачать так-то. Ё-моё. Хотя бы не фаз не так много. Так, ну нам однозначно нужна плюс одна лечилка. Это еще что? Так. Усиленный ошеломляющий эффект. Ну, по-любому это все прокачку, это можно будет сбросить. Это понятно. Просто нельзя было как-то сделать. Тут надо еще что-то дополнительно запихивать. Или что? Я что-то не понимаю. Повышение атаки смертельных атак. Повышение атаки умений легенды. Продление ошеломления. Усиленный ошеломляющий эффект. Регенерация при блоке. Заряд импульсивных ампул. Нет, наверное. Слушай, это получается у тебя быстрее капсула, ну, хилка восстанавливается, последняя потерянная. Наверное. Тут как-то идет прокачка в прокачке. Что-то я не совсем понимаю. Ладно, давай, короче говоря, мы возьмем на атаку. Повышение смертельных атак. Допустим. Тут, короче, получается, из 2 ячеек, если ты делаешь, то у тебя плюс 1 лечилка выходит. Угу. То есть 2 ячейки из кварца я должен заполнить, чтобы у меня плюс лечилка была, но она еще встанет с дополнительными бафами как-то. Давай, допустим. Угу. И причем они должны быть разные. Нельзя типа одного типа использовать. Нельзя одного типа использовать кварц. То есть атаку мне уже нельзя поставить в эту ячейку, поэтому если я вставляю сюда, допустим, регенерация при блоке. Ну, не знаю. При смертельной атаке заряд. Не так часто получается смертельными атаками пользоваться. Пониженный урон при разряженных ампулах. Нет. Выносливость, кстати, можно. Нет, не то. Повышение заряда легенды, ускорение В принципе, не, ну, рука дело-то хорошее, но ее нужно, я думаю, в последнюю очередь качать. Все-таки надо как-то атакой вывозить больше. Совершенствованная обойма легиона. Ага. Вот, больше эрго при победе над врагом. Тоже неплохо. Мы душ будем больше получать, но вот насколько, это вопрос, конечно. Превышение ограничения расходуемых предметов. Вот это вообще что-то не понял. Обойма легиона, ну, тоже дело такое. Это эти супер удары, но ты его за секунду потратишь, а снесет он не так уж и много. Вот мне нравится вот это вот. Больше эрго при победе над врагом.
Бам. Ставим. Вот, теперь у меня плюс 1 ампула, если я правильно понял. Я потратил 2 кварца. Тут уже будет по 3 кварца. То есть этого кварца мне надо очень много набрать, слушай. И причем надо еще думать, в какие ветки мне нормально уходить. Тут довольно-таки гибкая, кстати, прокачка персонажа. Обычно уже в Dark Souls как? Ты подходишь там в главной локации, в хабе, к какой-нибудь женщине, она тебя прокачивает и все. Ты там увеличиваешь... Чё? Ключом, который я тебе дал, ты можешь попасть на фабрику из ратуши. Хорошо. Ты не дал мне этот ключ, а после пропал. Спасибо, если можешь. Ладно, хорошо. А это еще что? Ну как раз прокачка. Изменить форму. Это что? На устройстве нет сохраненных воспоминаний о форме. Непонятно. Ладно, 5 лечилок, молния есть. Я граммофон так и не нашел. Вот слово совсем. Его ж тут точно нет. А, подожди, вот он, да? Нет, это не граммофон. Обычно вот как было в Dark Souls, ты заходишь в кап-локацию, качаешься, ну и продолжаешь проходить. Если тебе что-то не нравится, допустим, то ты просто сбрасываешь очки и выставляешь, как тебе нужно. Там больше ловкости, меньше, там, допустим, сила удара или там что-нибудь в этом роде. Перекат, там не перекат, вес, не вес. Смотря как играешь. А тут получается и это есть. И еще дополнительно есть еще одна прокачка. То есть у нас много составляющих. Блин, где тут граммофон, а? Мне ж типа человечность надо повысить. Я вообще его в упор не вижу. Он же не на улице, правильно? Как это работает? Заряженный удар. Что-то я бы не сказал, как-то это не очень эффективно. Я думал, это типа будет как... типа лазера какого-то, я не знаю. А тут он не очень-то далеко от себя стреляет этим делом. Ладно, надо в полевых условиях попробовать. Где граммофон? Мне надо типа человечность поднять. Я совсем не человечен. Я марионеточен. Кстати, давай, наверное, прокачаемся. Здрасте. Давай мы, наверное, прокачаем. Один пункт сюда. И 2 на силу. Я думаю, неплохо. Надо как-то равномерненько так это все дело прокачивать. Вот он, граммофон. Точно. Блин, стоит неприметный такой. Посмотреть пластинки в наличии. Так, окей. Закрой глаза, танцуй со мной. Так, это у нас... какой-то у нас... Это у нас привет, авторские права наверняка.
Ну и чё, где моя... Где моя человечность? А, идите в жопу, короче. Я забыл, куда мне надо идти. Он сказал, но я не помню. Ну-ка, пойдем еще раз. К Джепетто. Спросим. Дед, дорогу не подскажешь? Но хотелось бы прям пешком, если что, пройтись, чтобы побольше мобов выкосить. Посмотрим, сколько с них душ вылетает теперь. Крат, наверняка ты помнишь его другим. М? Задавай любые вопросы, я заполню твои пробелы. Фабрика Винини — главная база марионеток. На ней они пополняют свои ряды. Винини лично отправился остановить их, но я волнуюсь, он промышленник, а не боец. Спаси Винини и закрой фабрику, так у марионеток не будет подкреплений. Собор знаменит своим мудрым и добрым архиепископом Адриасом. Там нашли прибежище бесчисленные беженцы. Дело в том, что я потерял с ними связь. Говорят, отсутствие новостей — хорошая новость, но я человек подозрительный. И если марионетки доберутся до собора, исход может быть катастрофическим. Спаси архиепископа и беженцев, пока не поздно. Я не знаю, что творится в районе Малум. Братство Черного Кролика захватило район. Это все, что мне известно. Этот район всегда был захудалым, но погрузился в анархию или что похуже. Я слышал, что район кишит неистующими монстрами. Бедный народ, им нужна твоя помощь, сынок. Так а куда мне идти-то вообще? Улица Розы Изабеллы — крепость для марионеток. Теперь она стала местом охоты самых опасных марионеток. Думаю, там находится эпицентр безумия марионеток. В конце концов, там я зафиксировал сильнейшую волну эрго. Это место слишком опасно, особенно для такого драгоценного мальчика, как ты. А вступив на опасный путь, сынок, лучше всего шагать постепенно. То есть у нас Розы Изабеллы улица — это финальная локация. Типа надо все прокачать, быть полностью готовым, чтобы туда идти. Но я все равно не понял, куда идти сейчас. И это печально. Ладно, пошли вперед просто. Блин, а может неверно? Что-то мне сдается, я неверно вышел. Нет. Вообще не туда. Я сейчас попробую, получается, задом наперед проходить, ну, обходить локации. Точно не знаю, куда идти. Он что-то мне сказал, а я вообще этого места даже не понимаю, где она находится. Я попробую сейчас прямо с последней точки, вот где я в дверь уперся. Оттуда. Эта баба туда-сюда ходит. Ты что, дура? Нет. Дура. Так, давай с последней точки. Вот отсюда. Я попробую воткнуться в эту дверь, если ничего, тогда просто как-то обходить локации. Все равно там сложных по дороге мобов нету, а те, кто был сложные, они уже покойники и больше не восстановятся. А так с мелочи можно много душ накосить.
Заодно вспоминаю, может быть, где-то что-то пропустил, допустим. Это побочные квесты запросто вообще. Приловчимся рукой пользоваться, допустим. Давай вот тут проверим. Да, слушай, все. И не надо обходить все локации. Вот он проход. Куда мне нужно. Вот она, фабрика Винини. Все, что ты здесь видишь, принадлежит Винини. Шведскому льву, гениальному изобретателю, как он сам себя называет. Здесь делают не только марионеток. Почти каждая машина или трамвай в Крате изготовлена на этой фабрике. Разве тебе не интересно, что он за человек? Надеюсь, мы его найдем. Если, конечно, он еще жив. Но у нас хотя бы герой не молчаливый такой персонаж. Болтает о чем-то. Жалко то, что прямо из инвентаря нельзя переключить. Было бы забавно. Давай попробуем, как это действует. Понятно. Не знаю. Надо очень близко к нему подойти, чтобы треснуть. Типа я бы тоже сделал бы то же самое вот таким заряженным ударом, и все, я бы ничего не потерял. А вот крюк прям это вещь. О, девочка. Понятно. Эта штука наносит много урона, но заряд у меня не очень большой. Ну, типа я 5 раз выстрелю и все. Чудесное лекарство. Покупайте чудодейственное лекарство. Чудо-алхимик Кларк Шор, также известный как доктор Панацея, сумел создать лекарство от ужасной чумы, охватившей Крат. Сделано из рога единорога, крови двуглавой змеи и вываренной мандрагоры. Кларк Шор испытывал его на себе и подтвердил, что она полностью излечивает чуму. Главное, марионеток смогли приручить, а чуму не смогли, не научились лечить. Синяя чума — небожественное проклятие. Вам больше не нужно бояться. Доктор Панацея Кларк Шор вылечит вас. Цена может быть изменена, поскольку количество товара ограничено. Короче, покупайте наших слонов. Все понятно. По крышам бегать. О, вот тут можно. Так, давай мы сначала только спустимся чуть ниже. В общем, раньше мне за обычных рядовых мобов давали по сотне, ой, по 70. А сейчас по сотне дают. Такое. По крышам пойдем. Нужно того чела убить. Да-да, вот этого. Ай, подстава, подставь. Блин, чё полез? Зачем драться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуваки, вы чё? Так, все пошло не по плану. Блин, они уже меня еще траванули, ты смотри. Ладно.
К костру надо будет обязательно вернуться. Блин, вспомнить бы как. Разбег, короче, и прыжок нужен. О, отлично. Отлично. Вот это прям очень хорошо. Яркий осколок эрго. Ну, короче, душ насыпали мне чуть-чуть. Давай сюда спустимся. А я бы здесь моба еще какого-нибудь подставил. Вот и лесенка. Так, давай подумаем, с какой стороны. А, вот еще один. С какой бы стороны мне к этому громиле подойти адекватно. И оп. Так, это еще не все. Но он наверняка ходит ровно по такой траектории, чтобы ты с падения его не достал. Ну, я, конечно, попробую. Подождем его. Осмотримся, так сказать. Надо еще вот туда между домов сбегать. Угу, не достану я. Отлично. Спокойно, спокойно, мужик. Парирование. И... Эй, заряженный же был удар, но... А все, просрал я заряженный удар. Эй. Пару секунд, да, на лечение. Херас, я не достал, да, по-моему? Неужели? Прям как мини-босс. Ладно, давай. Килку собирать заодно. Тут я все обошел. А вот здесь. Угу. Ну, эти катализаторы легенды в любом случае пригодятся. А, и все, да? Все, вот этот кусочек понятно, как сделан. Ага. Ну, если я сюда пройду, то так или иначе окажусь вот здесь. Понял, принял. Пора бы уже парированием заниматься почаще. Что-то ходит чувак с пальцем. Да сейчас. Ага, тут таких трое вообще. Подожди. Пилочка-то у меня одна. Тихо, там еще кто-то на мост лезет, вот. Иди сюда, дружок. Оп, раз, два. Отлично. Так, давай на всех парах прям к нему несемся. Ага, подстава. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Я так и знал. Бежать надо было назад. Перегрев возникает, когда накапливается огненный урон. Персонаж и монстр получают повышенный огненный урон и длительный урон от огня. Кроме того, у монстра замедляется естественное восстановление очков здоровья. У вашего персонажа замедляется восстановление регенерации при блоке. Чем выше у вас сопротивление к огню, тем медленнее заполняется шкала перегрева. Для снятия отрицательных эффектов ампула очищения. Если я...
Просто урон огнем не получать, и тогда все будет типа нормально. Огненный урон это такой же урон, как и от электричества. Не, подожди, давай руку поменяем. Что-то не очень. Молния, конечно, это ваше здорово, но мне привычнее их притягивать к себе и лупить в любой момент. Вот, допустим, та же самая сейчас история была. Стоит мужик на мосту, кидает в меня этот. Я определенную точку пересекаю, все, хана. Сбоку прыгают на меня два моба и забивают, а в итоге они меня троем. Если бы я его притянул к себе на мосту, они бы не выпрыгнули, и я бы его убил спокойно. Вот ситуация. А электрическая штука, ну, рука-то, в принципе, забавная электрическая, но только она как-то вот близко стреляет. Надо, чтобы далеко стреляла, как с бластера какого-нибудь лупить. И чтобы урон был повыше, и тогда уже на боссах пригодится. Так, ладно, давай мы сейчас перерывчик небольшой сделаем. 3 минуты, я сейчас подойду. Так, что я пропустил? Поехали. Души спасать пошли. Так, а тот большой все равно там ходит, да? Это опасно. Так, тихо. Прыжок веры прям. Чуть-чуть не долетел. Беда. Но мы сейчас к нему по лестнице поднимемся.
Тут все? Да, вроде все. Вот, тут еще один был. Точно, я его и пропустил. Блин, а по-моему... Я случайно. По-моему, этот какого? Вот этого-то мужика. Они же раньше не восстанавливались. Да, ёб твою мать. Вот он и перегрев у меня. Но он снимается, этот дебаф, ничего страшного. Ау. Подожди, давай его попарируем. Нет. Да ё-моё, ну что ж такое-то? Так, я еще что обращаю внимание, что у меня количество душ падает, если я их долго не вытаскиваю, не забираю. А вот, восстановилось. То есть, если ты долго с одним мобом возишься, то у тебя пропадают души? Вот это странно немножко, конечно. Так, все, я забрал их. Отлично. Теперь давай этих ребят вытягивать по одному. Ага, он зацепился за него. Ладно, комплексно их тогда бахнем. Мне сюда, мне на завод надо. Через эту крышу. А, тут... Да, тут можно пройти. Но тут еще один есть проход. Куда он ведет? Давай посмотрим. Ощущение, что тут какой-то или квест побочный есть, или что-то такое. Алло. Крати, день опять счастливый. Где ж ты был, друг мой милый? Поздравляю, тебе предстоит викторина с королем загадок, самим Арлекино. Ты знаешь, кто я и зачем позвонил? Заметь, твое имя я не спросил. Пусть оно будет пока что загадкой, я их король, так что все в порядке. Разгадывать загадки умеют только люди. У кукол нет ответов и никогда не будет. Спасибо за участие, хочу тебе сказать. Итак, настало время загадку загадать. С утра у меня 4 ноги, днем всего 2, а вечером 3. Если ты скажешь, кто я такой, то я точно знаю, что ты живой. Ответ: человек. Правильно, просто потрясающе, дорогой участник. Что, я не всегда говорю в рифму? Я же не карикатура, я король загадок. Но как знать, может тебе просто повезло. Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. И даже марионетка может случайно угадать ответ. И все же уговор есть уговор. Арлекино, скажи ему, что он получит. Спасибо, Арлекино. Итак, участник, за правильный ответ ты получаешь триединый ключ. Повсюду окружают нас двери и ключи. Про них загадок 1000 можно сочинить. Загадку посложнее в другой раз я задам. Ну а сейчас прощаюсь, до встречи, трам-папам. Подожди. Что там за ключ-то такой?
какой-то ключ мне дали. Ключ, полученный из ответа на вопрос короля загадок. Наверняка им можно что-то открыть. Священный треугольник был тайным знаком какой-то организации. Ходят слухи, что именно они были тайными владыками Крата. Ну, загадка-то на самом деле плевая была. Ее часто, кстати, задают в разных местах, скажем так, то в играх. То... Я первый раз с этой загадкой вообще в комиксах познакомился еще в детстве. Типа, еще такая загадка была в Devil May Cry 3. Типа, утром на 4, днем на 2, вечером на 3. Ну, это человек, это естественно. Ладно, я не знаю, что это за ключ. Куда его засовывать, тоже не в курсе. Ну, об этом мы, естественно, когда-нибудь узнаем. Каждый закрученный вами болт приносит процветание Крату. Ну да. Фабрика Винини, туманный день. На крышах никого, что ли, нету? Так. Вот туда наверх определенно надо сходить. Да тут желательно, конечно, все посетить. Жух. Так. Костер. Хорошо. Ну, здесь закрыто. Это по-любому. Он там кого-то добивает. Ладно. Электричество отлично справляется с марионетками. Если вы не гвардеец, держитесь подальше. Ну, я видел, что она неплохо справляется. Ну, цепь. А что с ней делать? Это предмет для броска. Цепь, которой можно мощно замахнуться, наносит дробящий урон ближайшим врагам и вращается вокруг пораженных противников. Иногда самое эффективное, самое простое — выскакивание одного гвардейца. Упс. Это будет срезка. Давай, короче говоря, мы отсюда. Сейчас я посмотрю, куда у нас вот эта дорога ведет. Угу. Еще развилки. Пойдем того товарища грохнем, большого. Хотя, блин, у меня мало. О, теперь нормально. Пойдем с большим попадаемся. Главное, не сдохну сейчас. А то это... Я без душ останусь. О, вот это было неожиданно. А вы-то как тут? Эй, аккуратно. Он же их тут убивал, вообще стоял. Так, все, у меня стамины нету. Лечиться тоже надо. А давай-ка мы его подтянем вот сюда. Не достаю. Так, все, стамина. Эх, я чуть-чуть не достал до него. Да давай, вставай. О, прыгай. Да сдохни, наконец. Ну то, что вот эти две марионетки встали, было немножко неожиданно. Я думал, это, ну, как бы декорация.
Никто больше вставать-то тут не собирается. Блин, еще куча ходов. Это надо опустить, чтобы сюда пройти. Я понял. Слушай, ну там что-то вкусное лежит. Блин, ну так не хочется туда идти. Из этого большого мужика. Пока наверх пройдем. Что-то мне кажется, все равно я так или иначе там окажусь. Пойдем прокачаемся, наверное. А то мало ли чего я могу в эти души в следующий раз просто не вытащить. Надо примерно пока так действовать, такой тактики придерживаться, чтобы 2 уровня плюсом собираем, прокачиваемся. Здрасте. Так, ну давай вот. Оп. Подвижность сейчас добьем до 2, до 30. Думаю, достаточно. 3700 следующий уровень. Ну это, в принципе, нормально. Все, до 30. Сейчас вот это добиваем до 20 теперь. Потом можно, в принципе, выучку дотянуть до 15. Всё, у меня теперь хотя бы с собой не так много душ, уже поспокойнее будет. Будем дальше изучать локацию. Сейчас сколько там? 4 развилки получается. Ну, хоть не такое кишкообразное, как Dark Souls 3. Это скорее все-таки по локациям больше похоже на Bloodborne. Этот товарищ у нас там же. Этого здоровенного исполина все-таки надо как-то просто заняться целью и прям долбить его, пока он не подохнет. Так. Ну давай, допустим, сюда прыгнем. Что мне это даст? Ну это что-то вроде мини-стрелочки такой. Что мы получим? Яркий осколок. И тут еще что-то. Прям рукой кусок сейфа оторвал. Ты смотри. Клинок кинжала саламандры. Рукоять кинжала саламандры. А что это такое? Так, у него прочность меньше. Но у него есть атака огнем. Ну, в принципе, это единственные его плюсы. И это оружие скелется от таланта, который у меня вообще не прокачан. То есть это быстрое... Ну, это кинжал, это быстрое оружие. Да, так просто посмотрим, что это из себя представляет. Да, оно короткое, быстрое. Быстрые удары. Плюс еще урон огнем. Но я пока не под это качался.
Я выложу это дело в тайник. Вот, правда, я не знаю, я не совсем уверен. По-моему, у меня в хаб локации у нас этот тайник. Ладно, пускай пока будет со мной. По-моему, в хабе все эти сохраняются оружие, когда ты их только там выкладываешь. Отсюда теплый воздух идет. А я прям здоровенный это. Мне от этого места не по себе, как будто на нас в любой момент что-то выпрыгнет. Это подсказка? Все в порядке, приятель, Джимини за тобой присматривает. Я понял. А я прям слышу, как этот здоровенный тут где-то ходит рядом. Он внизу. Давай, иди сюда. Ага. Опа. Слушай, ну они прям любят подставлять этими провалами. Ай, ни хрена у него дубина. Ты чё, больной? Ну давай так. Порешаем. Что-то я ни хрена не парирую вообще. Прежде чем сундуки вскрывать, надо всех убить тут. У них такие медленные замахи, что мне аж непривычно. Кто тут находится? Гильза от шока Бельфорда. Так, это элемент одежды. Это может быть... Да, это снаряжение. Но она лучше. Правда, весит чуть больше, но она лучше. По всем параметрам. Опять мне инвентарь начинает весом забивать. Это прям гриндом попахивает, вот честное слово. А там что получается, подъем наверх будет? Зачем они меня сюда ведут? Ай, все, я понял, короче. Я понял, откуда я вышел. Я уж думал, тяжеловато будет туда вернуться. Так, и там мужик какой-то стоит, даже двое. Женщина какая-то. Капец, машина для убийств просто. Если туда по-быстрому забраться, а нет, тебе лестница не даст. Вон, нажав на ту кнопку, у тебя опустится вот эта труба. Короче, так или иначе, я должен попасть попозже. Я окажусь вон там где-то. Вернее, вон там, возле этой кнопки. По кругу обойдя. Слушай, да прикольно, в принципе, тут эти, как локации сделаны. Мое почтение.
Если я все верно понимаю. Отчет управляющего фабрикой. Уважаемый господин Винини, по вашему распоряжению мной была выполнена проверка качества эрго, поставляемого алхимиками. Естественно, тайна. Качество эрго определенно со временем ухудшалось. Я не сомневаюсь в алхимиков, но снижение качества слишком очевидно, чтобы говорить о совпадениях. При таких темпах в этом квартале будет высокая вероятность дефектов у марионеток, ведь качество эрго это самое главное. По сведениям из надежного источника, высокопоставленные алхимики в последнее время экспериментируют с новыми методами производства эрго. Лично мне кажется, что снижение качества эрго как-то связано с этими экспериментами. Может, они потрошат тела выброшенных марионеток на пустых болотах или что-то в этом духе. В любом случае, я не рекомендую им жаловаться, следует выбрать более осторожный подход. Никола, управляющий фабрикой. Эта записка говорит о том, что они использовали какой-то некачественный эрго, и у них, наверное, отсюда фляга у всех марионеток потекла. Засвистела. Нечего было экономить. Вот я что скажу. Я думаю, в этом ящике кто-то есть. Блин, у меня лечилок маловато. Ага. Окей. Да. Угу. Ладно, поехали. Эй, ну, бей. Отлично. И еще разок. Вот так вот. И бам-бам-бам-бам. Отлично. Патроны легиона. Разработанный... Так. Где его искать? Что за патроны легиона? Что это такое? Материал для усилений. Деталь модификации руки легиона. Прибор для модификации руки легиона, который встречается только в мастерской. Руку легиона можно модифицировать с помощью ремесленного станка. Разработанный мастерской прибор для модификации, призванный повысить твердость и плотность руки легиона. Хрупкие устройства вроде этого требуют постоянного ухода. Я еще, кстати, вот еще один лунный камень тьмы для прокачки нашел. А вот эти патроны легиона. Это, ну, тоже, это надо будет в хабе качать. Это прокачка руки. Скорее всего, просто количество выстрелов, типа, с нее можно будет увеличить. Что-то в этом роде. Валился я на него отсюда. Значит, мне вот сюда. Ощущение, что сейчас второй такой же упадет. Я, в принципе, еще удачно его заколбасил. Так, стоять. Я не помню, что с этой бабочкой-то. А, точно, за ней надо успеть. И быстрей. Ай-яй-яй, да быстрее.
Есть, я успел. Заводная ручка подвижности. Это тоже материал, который поможет переделывать свое оружие, чтобы его скейлить как тебе надо по твоим способностям. Да, вот она. Заводная ручка, которая влияет на характеристики оружия, меняет способности рукояти. Изобретенная в мастерской заводная ручка, которая позволяет точно регулировать рукоять оружия, усиливает одну способность, ослабляет противоположную. Хорошая штука. Я ж немножко потерялся, куда бежал. Термитная смесь. А, ну это для этого, это кидаться. Так, за углом никого. И костер. Слушай, опять проходов несколько. Ну да. Ну по-любому один из этих проходов ведет к этому. Ведет к этому здоровенному исполину. Так, ну давай, наверное, сюда сбегаем. Угу. Болото. Там кто-то серьезный. Ну ладно. Главное, чтобы я там урон не получал. А, девчонки. Тю. Да, болото. Прям как Хидетака любит, слушай. Но мы сейчас этих девчонок, сейчас у меня этот заражение подспадет. Мы сейчас их будем вытаскивать оттуда крюком. Вот еще одна положительная функция конечности вот этой вот. Ты можешь врагов выдергивать. Типа того. Оп, 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 аккуратно. Блин, что-то мне сдается сюда, мне пока не нужно. Мне тут что-то печально становится. Или рискнем, там он еще в трубе кто-то сидит. Кстати, а этот исполин-то здоровенный у нас тоже же получается по такому же этому, да, болоту ходит. Ситуация. Блин, заражение медленно падает. Ну давай как-то аккуратно, я не знаю. Сейчас мы сначала девчонок всех повытащим отсюда. Потом с этим надо разбираться. Ну-ка, дружок. Ну, по-любому тут надо какую-то прокачку иметь, чтобы по этим болотам бегать спокойно. Тихо, 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 тихо. Ай. Блин, более неудобного места нарочно не придумаешь, конечно, с ним драться тут.
Просто бодаешься с этим уродом в каком-то лифте. Да. Все, наконец-то. Отъехал мужичок. Но если я сейчас подохну, то почти минус 4000. Не хотелось бы. Он выпрыгнет по-любому на меня. Ладно, что делать, пошли. Лунный камень тьмы. Слушай, не зря сходил. Пригодится. А и бабочка есть еще. Быстрей. Отлично. Лунный еще лунный камень тьмы. И прибор срочной починки. Так, ну слава богу, это болото не очень долго длилось. Теперь также аккуратненько будем возвращаться. Слушай, ну я прям 2 камня надыбал для прокачки оружия. Замечательно. То есть, ого-го. Ого-го, можно тут делов натворить. В скором времени. Прокачаем оружие. Я вот думаю просто, какое оружие качать. Так, давай теперь, наверное, посмотрим, что у нас прямо. Ага. Ёп, твою мать, серьезно? Блин, ну тут прям как все любит Хидетака, слушай. Еще и камни летают. А, и все. Не-не-не, вставай, вставай, вставай. Вот он карман. Чувак, ну сдохни ты. Бля, я не попадаю в него. Все, отлично. Да. Теперь дальнейшее надо вот того выманивать. В Elden Ring такая история была. Там колесница каталась. Есть. Ха-ха. Его еще подожгло. Ай, тихо, 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 тихо. К стенке, к стенке, к стенке. Готов? Да. Так, ну что, полечимся? Но это еще далеко не все ребята. Теперь тут их 3 будет. А мы вот так вот сделаем. Как тебе? Хе-хе-хе. Так, хоть что-то. Давай теперь к этому подойдем. Он поближе. Слушай, и камень того зацепил. Блин, прикольно его так давит. Я прям это... Чувствую превосходство. Что это? Это средка какая-то. Я думаю, что это проход на верхнюю площадку. Или нет? Ага. Вот это болото, вот это исполин, короче. Я же говорю, так или иначе, я тут окажусь. Лестница. Вот она срезка с выходом наверх.
Можно, конечно, по краешку тут оббежать, пособирать и вон добраться до того сундука, но мы этим, наверное, чуть позже займемся. Это можно сделать вполне. Так, ну я думаю, что вот этот проход. Еще лунный камень тьмы. Да, да. Я тут был. Да, слушай, давай-ка восстановимся. Мне тут всех же помочить не придется. Слушай, ну дизайн локации мне нравится вполне. Чем-то вот прям Bloodborne, либо первый Dark Souls напоминает. Очень похоже. Прям здорово, здорово, молодцы. Ну-ка давай, мужик, иди сюда. Минус 2. Тут можно фармить, кстати. Ну вставай, блин. Эй. О. Достаточно их на середину выманивать и все. Давай-ка мы, наверное, к этому здоровенному мужику сбегаем. Хотя нет, не сбегаем. Я получу отравление и подохну, как собака. Надо поэкспериментировать для начала. Что мне даст отравление, насколько долго я могу находиться в зараженной этой штуке. Выйдем на нейтральную территорию. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Заражение. Ну и примерно минуты полторы, короче, у меня на все про все. Пойдем прокачаемся. Сейчас попробуем по болоту бегать. К этому мужику идти. Ну, примерно у меня, чтобы достать тот сундук, минуты 2, наверное. Я просто не хочу там душу оставлять. Так, вот так сделаем. Все. Теперь давай в хранилище закинем тот кинжал. Ага. Давай-ка мы, наверное, руку легиона чуть прокачаем. Денег не хватает, а так бы я мог увеличить, короче говоря,
рукоятку улучшить. Сделать из нее улучшение. Ну, такое пока. Ладно, это редкий материал будет по-любому. Мы его пока не будем никуда девать. И тут плюс 8, да, сразу же. Не густо, кстати. Ну-ка, подожди. Давай-ка посмотрим, что нам даст эта рукоятка, которая от сабли получилась. Клинок по-любому мне не пригодится от нее, он короткий. Ага. Уменьшаем вес, атака огнем. Ну понятно, клинок ни к чему. Вот с этим. Только вес. Короче, бесполезняк. Ясно. Там же я вроде какие-то штуки-то собирал. Для прокачки руки. А, это позже, наверное, да? И все. Ладно, выкладываем, короче. Выкладываем этот клинок Саламандры. Может быть, конечно, он одно из лучших вообще оружий в игре, но пока я не вижу в нем какой-то потенциал. Вообще, как бы каждое оружие, конечно, надо смотреть там. Некоторые же бывают такое оружие, что первые, допустим, 3 пункта прокачки она ничего не дает, а потом раз и там просто такая имба становится вообще. Так что... Ну так, мне вот сюда. Первым делом я должен быстро спуститься и забрать отсюда вон ту блестяшку. Потом бежим куда-то вот на тот берег, наверное. Ладно, особо рисковать нечем уже. Марионетка будущего. Отлично. Это еще, короче, и мини-босс какой-то. Ну, конечно. Так, все, заражение. Я оружие нашел. И все, и совершенно не деформируясь, возвращаемся обратно. Какой-то клинок металлической глефы. Ну-ка, давай. Возле костра посидим, потом будем разбираться, что это такое. Я думаю, это, наверное, какое-нибудь тяжелое оружие все-таки. Хочется какое-нибудь оружие прям найти, но не дефолтное, короче, которое в самом начале игры выдавалось.
Хочется найти что-нибудь такое, прям чтобы... Ух, и до конца игры, короче. Только это... Камни туда запихивай, да и все. Угу. Подожди. По идее, он всегда брал на плечо тяжелое оружие. Да, это двуручный меч. Скейл у него от подвижности и выучки такой же. Только наоборот. Он больше на ловкость как-то берет. А в чем прикол этого оружия? Угу. Чем-то это больше стало похоже на аниме каких-то. А может быть, это забавная штука. Только я не понимаю, это тяжелое оружие это или нет. Но весит она определенно много. У меня сразу же перевес с ней. Но у нее так хорош. Хотя, ну, просто это обычно. Это большой меч. Да, двуручное оружие. Считается. Так, давай посмотрим, что будет, если мы, допустим, с него снимем клинок. О, вообще беда. Вообще ничего не дает. Это если к моей рукоятке поставить вот этот вот наконечник, я только потеряю все. У меня атака хуже и так далее. А если к клинку я прикручиваю, ну это все равно, это становится большим мечом. Не знаю. Не знаю, я что-то очень сомневаюсь. Штука-то может быть и хорошая. Но как-то, я думаю, надо быстрыми атаками все-таки пользоваться. Хранилище пригодится. Ее уже надо снять, да, теперь? Да. Не знаю, может это и полезная хрень, но не сейчас. Это второе двуручное оружие в игре. Че это без слова? Все-таки, конечно, фишка в парировании идет. Поэтому не факт, что вот это двуручное оружие мне поможет.
Что-то у меня не получается как-то бить этих чуваков. Ой, валим. Так, надо добежать вон туда, в карман. Подождем. А я видел, кстати. Он из текстур там выглядывал. Еще один проход. Куда он ведет? Но опять он ведет вот к этому. Да. Тут два NPC стоит. Это лиса Алиса и кот Базилио, серьезно? Ау. Жесть какая. Давай сначала здесь до конца добежим. Не факт, что есть будет что-то хорошее, но я должен посмотреть. Тоже что-то полезное есть. Клинок огненного топора. Это одноручное оружие или нет? Забавно. Так, давай-ка мы снимем это из снаряжения. Это объективно лучше у меня сейчас, но оно прокачано, потому что... Блин, все такое вкусное что-то. Все хочется попробовать, но... По факту-то оружие должно раскрыться только после прокачки. Но опять же, тут еще куча нюансов, то что... в какую сторону ты будешь прокачиваться. Ты же можешь переразобрать это оружие и слепить из того, то, что есть. Как бы еще что угодно. Вариативность, конечно, дикая просто. Что, поговорим с ними? Рада видеть тебя, мой друг гвардеец. Добрался аж сюда через всех этих головорезов, да у тебя талант. Я тебя впервые вижу, но какая разница? Это может обрадовать нашего бывшего клиента. Чуешь запах денег в воздухе? Сам денежный мешок Лоренци в Вининии в этот момент находится на фабрике. Мы как раз на обратном пути отказались от его безумных требований. Мы думали, он шутит. Чуть животики не надорвали. Если ты туда, держи ухо востро. Он действительно самый богатый человек в Крате, ну так говорят. Как знать, может он раздает мешки денег, чтобы поднять себе настроение. Думаю, это маловероятно. Мы решили с ним не связываться. Что ж, удачи в любом случае. У тебя есть последнее издание путеводителя Вининии? Эта книга в Крате на расхват. Путеводитель на самом деле написал Мидоро, а Винини профинансировал и издал его. Он продается по хорошей цене, но похоже, Мидоро не получит свою долю. Не так давно он пропал, что, разумеется, только подняло популярность тома. Если собрать все 3 тома, нужные коллекционерам, наверняка в магазине за них попросят 4, нет, 5 тысяч. Но тебе повезло, у меня есть совесть и чувство самосохранения. Я дам его всего за 500. Это отличное вложение денег, не упусти свой шанс. Да, возьмем. Я не знаю зачем. Порванный путеводитель Вининии по достопримечательствам Крата, часть 3. Достопримечательность месяца, поместье Рос. Внимание. Эта книга запрещена. Нашедшему следует сообщить властям. Возьмем, чё.
500 это недорого. Тебе нужна эта книга. Дай знать, ну да. Всё. Сразу видно, что ты умеешь толком тратить деньги. Уверен, ты не пожалеешь. Удачи. Ладно, хорошо, я понял. Вот это что за проход? Крадется он. Надо же. Я его спарировал. Я уже что-то как-то... Угу. Туда чуть позже. Надо еще узнать как-то. Так, их двое. Надо еще как-то узнать, куда... А, здесь обвал будет. Надо узнать, куда мне этот ключ девать. О, тут их вообще их трое даже. Ты смотри, какие хитренькие. До свидания. Они хотели меня обмануть. Еще и проход. Жесть. Так. Ничего не пропустил. Угу. Есть один, есть второй проход. Давай для начала тогда сюда. Это срезка? Вот, слушай. Короче, вот с таким треугольником у нас открывается что-то. Ну, комната. Комнаты с каким-то дополнительным лутом. Слушай, я, по-моему, и здесь был. Да. Почему-то я не видел. А, подожди, все. Мы здесь с мини-боссом дрались, у которого два таких щита было. Я понял. Вопрос дня. Мог ли рабочий фабрики представить, что его уничтожат словно марионетку? Давай сначала сейф откроем. Праг голубой крови и кварц. Вот кварц это очень полезно. Давай посмотрим одежду. Блин, столько всего дают. Это очень прикольно. Угу. Как в триллере он теперь одет. Трое провожают одного. Отворивший дверь, обрети. Что там обрети? Единство с великими. Что надо сделать? Я должен... Книжка лежит. Она не берется. Я не знаю, для чего она тут. Но я, походу, реально не взять. Он оказался быстрее. Так, я же по-любому туда вниз, да, упаду?
И потом мы побежим вот как-то так. А нет, слушай. Это декорация. Они так делают два резких таких удара. То их прям хочется учиться парировать. О, я там тоже был, слушай. Так, еще один проход. Ёпа мать. Ну здравствуй. Лопатный рыцарь. Сразу же перегрев мне повесил. О, какая-то новая атака. Эй-эй-эй-эй, ты... Я вообще не помню, куда идти. Тысячу я потерял. Потеряю. При худшем раскладе. Подожди, может быть тут стрелочка какая есть? Вот если подняться... не здесь. Ну давай. Надо учить их атаки. Это жесть какая-то. Они так замедленно бьют, что ты либо, ну, не попадаешь в тайминг. От слова никак. Эй, тихо, тихо, тихо. Все. Так, отсюда я шел вот туда. Подожди, а вот здесь почему? Что тут за проходы? Угу. Давай сюда сходим. Рычаг, это срезка. Когда-то я пройдусь по этой трубе. Либо ее поверху. Потрясающе, труба подошла как родная. Просто золото, а не труба. Ну это к костру, короче говоря, переход. Почти. Пока что-то локации какой-то сплошной лабиринт. Вини не мерзавец. Мне бы платили, как его марионетки. Вообще другая локация уже. Ходов просто тьма.
Да очень долго можно бегать, я серьезно. Вы видели такого чудака? В этом месяце у нас снова горячие новости. Чудак этого месяца мистер Дж. Джепетто, наверное. Господин, который наделал шум, оженившись на марионетке. Красота ли изготовленная на заказ марионетки тому виной? Или же в господине Дж пробудились эксцентричность, о которой он сам и не знал. Господин Дж с самого первого взгляда влюбился в горничную марионетку и женился на ней, несмотря на сопротивление своей семьи. Но тайная свадьба оказалась сорвана. В самый неподходящий момент ворвалась разъяренная родня, лишив жениха дара речи. Невеста-марионетка получила серьезные повреждения. У нее совершенно точно есть душа. Мы любим друг друга. Джентльмен Дж, доставивший столько неприятностей своему семейству, продолжает делать подобные утверждения. Он даже починил свою невесту и повторил свадебную церемонию. Эта печальная история стала возможной благодаря усовершенствованным технологиям создания марионеток, изобретенным в Крате. Ждите продолжения рубрики. Вы видели такого чудака в следующий месяц. Ну, подумаешь, взял человек, женился на марионетке. В их вселенной, в принципе, это, по-моему, нормальные вещи. Вместе упали, вместе сдохли. Особая ампула очищения. Блин, да чё так много развилок-то? Меня зовут Кларк Шор. Я известен как доктор Панацея. Я собираюсь исповедаться в грехах. Я продал огромную партию препарата под видом панацеи. Поначалу я и сам был уверен в своем эксперименте. На ранних этапах лекарство действительно нейтрализовало каменную болезнь. Из чего бы вдруг записи великих алхимиков оказались ошибочными. Я знаю, что украл их, но я воспроизвел процесс изготовления в точности. Мое лекарство было безупречным. Что же пошло не так? Я не посмею описать, во что превратились те, кто прошел лечение. Это был настоящий ад. Я сбежал, поняв, что собственными руками открыл дверь этому кошмару. Как мне искупить свою вину? Я просто пытался лечить пациентов и немного подзаработать. Я умираю, и это мое покаяние. У меня тоже каменная болезнь, но я не приму лекарства. Я лучше погибну, превратившись в камень. Боже, прости мои ужасные прегрешения. NPC стоит. Это вот тот, который... Я должен искупить свою вину. Убить больше марионеток. Больше. Подожди, давай мы посмотрим, что у него тут взять можно. Все марионетки должны умереть. Все до единой. Постой. Это одежда Лео. Ты вернулся. Я убил множество марионеток, чтобы искупить свою вину. Я не хотел нарушать клятву, но я так испугался. Прости, что я убежал. Если ты призрак, просто отпусти меня. Это груз вины. Ноша не становится легче. Че, деремся? Ах ты падла. Неожиданно. Это прям это с Сутигатаной, который... Очень похож. Так. Ну его чисто на парировании. Да, Сутипуты и Гатаны. Слушай, бешеный какой, а? Я хочу у него оружие это забрать. Она очень похожа на мое, но вроде вышибает получше. Почему мы с ним деремся? Он же не знает, марионетка я или нет. Я, кстати, души теряю, потому что я не забрал их. Хрен с ним, в принципе. Там 1000. О. И... А, нет.
Ау. Бля, мужик какой. Походу на парирование надо делать его. Того. Да все, покойник. Обещание гвардейца, маска выжившего, охотничье облачение выжившего. Прости, Лео, я всегда боялся смерти. Слушай, это не один ли чел, который должен там на 3 креслах усидеть? Не в этом ли прикол? Ну-ка, давай. Бам-бам-бам-бам-бам. Блин, сколько тут всего, конечно. Так, ну, костюм. Вот костюм его. Принадлежало отрекшемуся от клятвы. Когда марионетки обрушили башню, юноша в страхе бежал. В этот день он потерял своего названного брата и собственное имя. Ему пришлось сосредоточиться на выживании, блуждая в аду. Бля, камзол какой. Забавно, забавно. Этот поприкольнее будет. Сюртук. Что я еще взял? А, ну движения, жесты, да. Вот, и маска. Маска мыши, которую носил выживший, пахнет нечистотами и страхом. Ну что, пердел в эту маску. Так можно конъюнктивит заработать, кстати. Гвардейцы-новички по решению начальства обычно носят маски животных. Может, именно это и прославило судьбу юнош? Может быть. Ну, не знаю. Микки Маус какой-то. Я лучше Карабаса маску буду носить. Так. Приблизительно, я понял. Короче, так или иначе, здесь зеленые двери, они будут открыты. Понятно. Пошли, короче, хилки восстанавливать. Бля, я не знаю куда. Вот так. Если я правильно понял, вот это вот как работает. То есть у тебя... Сейчас вот у меня потрачено 1000 душ. Если ты с кем-то начинаешь сражаться и долго с ним возишься, не можешь его убить, у тебя постепенно падает количество душ, которые где-то там остались. Неважно. Но если ты его убиваешь, у тебя эти души с него падают, и души возвращаются, ну, восстанавливаются, те, которые где-то там лежат. То есть твоей задачей как можно быстрее убить этого моба, чтобы не терять эти души. Механика странная, но ладно. Я бы даже сказал не то, чтобы она странная, она немного несправедливая, короче. Ты можешь с этим мобом как бы долго драться, но все равно в итоге победить его. Но так или иначе ты можешь лишиться этих душ. Я думаю, немного нечестно. Так, с этой срезкой у нас все. До свидания. Вот давай, обрати внимание. Да, души падают. Кстати, доступ ты еще тут? Здорово, Олег. Так, а души я оставил. Тостер, вот насчет фабрики идей. Ты же там участвовал, да, на комбинате? Фабрика идей, вот это вот. Сколько идей ты подал и что там тебе по деньгам прилетело? Поясни, короче, за эту мазу.
Только я начну парировать когда-нибудь этих уродов. У них вечно такой долгий замах и потом такая резкая атака. К этому надо привыкать. Так, тут закрыто. Одна идея, которую приняли, 500 рублей. А мне говорили 1000. То есть, короче говоря, ты даешь идеи. Если идею принимают, тебе за это деньги дают. Если не принимают, ничего тебе не дадут, да? 1000, по-моему, должны 1000 давать. По крайней мере, мне начальник так сказал. С тебя идея с нас косарь. Но только не совсем понятно, они должны принять эту идею или нет. О, лунный камень тьмы, ни хрена с него дропнул, за что. Так, нет, давай быстренько. Оп, взяли. Если идея, которая дает Гоку 100 000 профита, тебе 1%. Ну, ясно. Не, ну в принципе, ты же ничего такого как бы и не делал. Так чисто ты можешь предложить какие-то, скажем так, плюшки, которые будут удобны всем. Пусть это не очень на широкую ногу оплачивается, ну ладно. Тыщенка тоже неплохо. Короче, я тут подал 5 идей. Я тут подал 5 идей по станку, что можно изменить. Типа, поможет, возможно. Скажем так, облегчит немножко нам жизнь, работая на станке. Не знаю, примут, нет. Ну нет, так нет. Вообще идеи хорошие. Такой звук был, как будто кто-то крадется. Нет, никого нет. Лезвие пилы. Это что за хрень? А, это для броска, короче. Нет. Если какая-нибудь падла появится, ее можно будет закидать. Кстати, такая падла уже появляется. Она вот здесь. А больше ходов у меня и нету. Кстати. Хотя подожди. Вот там есть что-то? А у этих двойной удар, кстати. Надо же, дотянулся. А, здесь вот этот как раз. Да. Подал идею сделать съемные течки на мельницах для быстрой уборки просыпи. Идею приняли, бабки дали, но что? Правильно, течки как были несъемные, так и есть. Ну, ты хотя бы подал идею. Вот, и вот я тебе о чем я говорю, то что не факт, что ее прям примут к сведению и будут прям делать вот как ты показал. Просто такой типа, ребят, а что если, скажем так, гипотетически ты представил эту ситуацию и тебе вот взяли 1000 рублей. В принципе, неплохо. Я тоже думаю, то, что мне как бы за эти идеи, ну, да, реализация это другое, просто может быть, конечно, это, ну, нереально сделать. Ну, то, что, допустим, те идеи, которые я попытаюсь предложить, попытался.
трое порождают одного. Отворивши дверь, обрети единство. Великими. Либо мне вот 3 таких чуваков надо завалить, либо я не знаю. А так что да, в принципе, то, что ты просто подал идею, ну не факт, что она, конечно, разработалась. За это 1000 рублей, в принципе, нормально. Думаешь, дело в этом? Не знаю. Ну прям ну, реально что ли времени нету, чтобы вот допустим эту фишку реализовать, если идея это хорошая. Типа потратить, ну потратить немного времени, как бы, но будет все круто. Ну, к примеру, я вот допустим предложил увеличить водяной бак на станке. Это же тоже будет полезно. То есть меня будет, мне можно будет не ждать какое-то определенное количество времени, если у меня закончилась вода. Мне не нужно будет гнать водовоза ко мне, и я могу бурить. Мне нужно, ну, не обязательно ждать какой-то там простой, чтобы у меня не было, короче. Да, это можно сделать. Ну да. Да, конечно, я тоже так думаю, то что ничего, ни к чему это не приведет, но надежда умирает последней. Согласен. Так, отлично. Срезочку я открыл. Давай, 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 давай. Есть. Срезка готова. Теперь эту падлу надо только завалить. Лопатой. Лопатный рыцарь, мать его. Да ты хорош. Блядь, ни хера он, сука, он встать не дает. Вот и падла. Ну-ка, подожди, а куда нас срезочка-то ведет? Ага. Вот тут мы, пожалуй, с ним и пободаемся. Ну что, гаденыш? Теперь не так? Удобно меня мудохать. Бля, стамины нету. Ух. Ух, наебну сейчас его. Правда, я тут под бафами всякими. Опа. Накурил. И вот. О. Балдеж. Да давай добиваем уже. Амулет фехтовальщика. Неплохо. Что это такое? Замедлять снижение прочности оружия. Да не. Да не. Киниться я и так могу. Вон тут делов-то. Пожужжать чуть-чуть. Вот и все. Как бы. Херня, короче. Надо что? Надо... где у нас? Хлопаем, короче, вот эти вот души. И теперь надо двигать, костер искать. Это еще дверь какая-то подозрительная. Но не факт, что она откроется.
Так. Быстрее. Как-то можно до костра добежать. Вот таким образом. Да, через вот эту петушку. Чик. И... По-моему, здесь. Угу. Плюс-минус запомнил локацию. Сейчас пойдем глянем, что там с найденным топором можно придумать. По-моему, он одноручный. Сейчас посмотрим, рукоять, может быть, переставить или лезвие. К тому же эту штуку можно еще основательно, если что, прокачать. Папа, то тут постоит, то там постоит. Банько. Так, угу. Топор. Это ударное оружие. Скелится она от подвижности и выучки. Ну, то есть ловкость и сила. 111. Вес 9,50. Это чуть-чуть поменьше весит. Ой, побольше. Но урона у них практически одинаковые. Но топор весит побольше. Ну-ка, давай пошустрим, короче, по сборке. Так, если мы у рукоятки, точнее у клинка, меняем топор, физатака растет, все остальное как бы так, все падает. Прочность минус 37, серьезно. Кое. Дольше точить придется, чаще. Если мы меняем рукоятку, пососная херня, короче. Физатака падает. Нет. Хуйню нашел как. Ну теперь я могу типа подвижность. Что там? Рукоятку я могу у этого клинка заточить, чтобы она скейлилась на букву А от силы. И тогда выучка типа нет. У меня выучка тогда вообще пропадает. Но она в принципе мне не нужна. У меня основная прокачанная способность это вот подвижность. Хрен его знает. Надо быть уверенным, буду ли я пользоваться этим оружием вообще. Короче, я пока оставлю все таким. Хреновина это. Камень тьмы можно качнуть на 8 сразу же. Ладно. Я пока все это дело оставлю. Пока я в какими-то лютыми сложностями не встретился, я бы не сказал, что оно... Потом, вот когда вот я засяду плотненько на боссе, будет его не пройти, тогда уже начнем что-нибудь колдовать с этими делами. Но пока вот мне больше интересует, конечно, вот этот здоровенный молоток. Топор такой себе. Но пока их скрещивать с каким-то своим оружием не вижу смысла. Так, патроны легиона. Как это прокачать?
Здорово, Альф. Я только сменить. Так, подожди, давай прочитаем патроны легиона. Где они вообще? Вот. Деталь модификации руки легиона. Прибор для модификации ТТТ встречается только в мастерской. Руки легиона модифицируется с помощью лимитного станка. Винение. А где этот ремесленный станок? Да, это он. Нить куколда. Ну как? Как ее изменить? Ну, так это ж классика. Берешь, тратишь всякую херню, чтобы купить всякую херню. Еще за это, как правило, еще за эти там денег просят. Стандартный развод. Казино. Казино, казино, казино. По сути, игры, которые просят с тебя денег за то, что ты в них играешь. Улучшения тебе, шкурки, там еще что-нибудь. Это развод, это все херня. Игра должна быть, как лично по мне. Вот ты купил игру. И она от начала до конца, она полноценная. Ее не нужно там чем-то доплачивать, чтобы нормально в нее играть. Там DLC, там еще что-нибудь. Ладно, когда DLC, годное. Но если ты там просто... как у нас Mortal Kombat работает. У тебя там выходит игра, короче, у тебя там, допустим, 20 бойцов. Ну вот еще 3 бойца сверху. Плати половину стоимости игры, плюс еще тебе 3 бойца. Хотя, по сути, они, как правило, имеют атаку там совмещенную уже из имеющихся персонажей. Просто, по сути, шкурка другая, вот и все. Так и часто эти игры работают. Но это, чисто развод галимый. Ну вот, нужно еще и доплачивать. Да херня какая-то вообще. Я тут недавно как-то... Мужик-то, который у нас в новостях-то сейчас мелькает, то, что движок Unity, там что-то они хотят, чтобы сделать его платным для разработчиков. То есть там, если какое-то количество игроков установило эту игру, то разработчик платит издателю этого движка Unity. Этот же чел раньше, по-моему, где-то в ЯА, что ли, работал. Вот он предлагал патроны продавать, ёпта. После какого-то определенного количества потраченных патронов, патроны продавать в игре. Вы что, дебилы, что ли? Это вот. Я не знаю, это вот как мобильная херня, короче. Хочешь в мобильную игру адекватно играть, плати бабло. Вот-вот, я еще это те ребята. Пацаны, ребята. Что-то не качается, короче, эта херня. Не знаю, что-то надо. Одну детальку какую-то собрал и все. А поговорить? Что там я хотел еще качать? Давай, наверное... Вообще мало прибавляет. Плюс 2 всего. Из атаки. Не густо. Тут тоже плюс 2. Реген. При блоке плюс 3. Тоже не густо. Вообще как-то не добавляет ни хрена, чё бы не качал. Ладно, давай, короче. Жизненную силу до 25 добьем, потом поднимаем подвижность до 40. Примерно так. По классике, короче. $3000. Блин, рискую, конечно. Ладно. Самая игра у меня есть, стандартная Modern Warfare 2.
Ну как не хватает одного орудия, там разноцветного оружия. Ничего не понял примерно, что-то даже написал. Игра есть, но какого-то оружия у тебя не хватает разноцветного. Ну, там что, оружие еще по цветам делится, типа урон, фиолетовый и так далее. Бля, такая, кстати, типичная херня для мобилок. Типа синий, фиолетовый, там, зеленый, серый. Так, нужно идти мне туда, где чел этот был. Блин, а как? По-моему, тут, где вот эта лиса Алиса стояла, вот туда надо. Ой, тихо. Чё? Оружие стандартное. А чтобы появились новое оружие, надо их открыть. А как открыть, непонятно. Тогда я угадаю. Там нужно будет просто 500 часов провести, либо задонатить. Вот и весь хер до копейки. Это называется гринд, чувак. Жетоны все потратил, оружие не открылись. Так, конечно, они не откроются. Надо, чтобы ты больше потратил жетонов. И потом сверху заплатил. Классика жанра, я считаю. Было 35. Там, наверное, 200 надо. Или 235. Ну как у нас в этом, какого... Где там, в Counter-Strike оружие там открывается. Тоже там лутбоксы эти взрываешь, там туда-сюда, думаешь, что ты занимаешься каким-то какой-то очень крутой штукой, а в итоге меня жадные люди. Так Близзарды тоже туда же лезут, там в Диабло, вон там они какую-то сезон пассы эти продают, всякую хрень. Купил игру, блядь, так играй ты в нее, да, как бы и все. Нет, ты должен сверху башлять, ты просто купил игру за хрен знает сколько. Сейчас игры-то тоже не дешевое удовольствие. Еще сверху там 3 игры, вот ты должен туда вложить, чтобы нормально и адекватно в нее играть. Что за бред? Не, я в такие игры просто не буду играть. Максимум Diablo 4 выйдет на торрентах. Я вот ее пройду сюжетку быстренько и все. Там сидеть, что-то вот запариваться с этой херней, зачем надо? Вообще ни разу. Очень жадно они сами, они там девоты. Такой девоты, я не знаю. На яхтах катаются, гамбургеры кушают, на пляжах загорают, а нам ничего. Так. Знаешь почему? Богатый человек становится богаче. Потому что он на всякую херню деньги не тратит. Он не покупает себе игры, которые ни к чему, ну там, никакой пользы не дают тебе. Это где-то происходит. Хоть бы показали, что там где открылось. А, подожди, может быть вот здесь? Что-то где-то произошло. Но где, я не знаю. Так, естественно, прокачка медленная, слабая. Ты не должен замечать результат только после того, как ты в нее задонатишь. Тогда ты заметишь прирост. Так можно больше с тебя денег сгрызть. А сезонов-то они будут выпускать. У них этих сезонов наверняка в разработке еще, знаешь, там лет на 10 припасено вперед. Я думал, здесь что-то открылось. Да, конечно, казино. Чего открыл, хер его знает вообще.
Вот что я ткну? Какой-то проход. Может, он в самом начале локации? Помни бы, где тут что вообще. Так, ну тут этот исполин ходит. А, вот оно что, Семен Семенович, я отсюда гнит от какого болота выкачал. Я теперь могу с ним драться. Ёпа мать. Ну ладно, окей. Это единственный, кстати, босс, который тут был. Ну и дела. Окей. Слушай, да мне нравится эта игрушка, она это как он. Она очень похожа на Bloodborne с помесью Sekiro, и плюс еще много всяких плюшек добавлено, типа, ну, разнообразие оружия, тут его можно крафтить как угодно. Очень гибкая штука с прокачкой, короче. Делов наворотили они, конечно, будь здоров. Тут можно очень долго в этой штуке, как бы это, ну... Все, недостаточно. Блять, серьезно, одного моба не хватает грохнуть. Где бы его взять-то? Так, чтобы неподалеку. Так, там загрузка у нас. Ладно. Двух мобов убиваем, возвращаемся. Не хочу 4000 терять. Давай здесь вот. Ну, игра здоровская, слушай. Мне вот нравятся соус-лайки. Причем, кстати, вот тут локации построены, кстати, как в первом Dark Souls. Почти. Хотя нет, все-таки локации ближе к Bloodborne сделаны. Ближе к Bloodborne. Вот прям гнилые болота, вот как Хидетака прям любит. Гаджет в виде руки дополнительный. Это прям вот Секира, короче. Сама механика отскока это Bloodborne, но, к примеру, чаще иногда парирование лучше использовать. Это прям вот Секира очень похоже. Но это, короче говоря, для любителей вот этих двух игр. Сразу видно, что разрабы не какой-то хер с горы и наблюдали за хидетаковскими творениями и сделали что-то общее, чтобы сорвать, короче, много-много денег. Людям нравится, кстати. Я вот смотрел отзывы тоже в этой, ну, по жизням Пи, точнее, по ложь Пи. Ну, по этой игре, короче. Вот. Положительные оценки у всех. Я думаю, если какой-нибудь еще DLC завезут, либо сделают продолжение контентика, если подкинут, будет прикольно. Все, пойдем бодаться с боссом. Я хотя бы его просто посмотрю. Я думаю, здесь. Хотя, по идее, вот локация, она сколько у нас получается? 2- или 3-этажная. На локации всего было 2 костра. Тут прям типичный Bloodborne. Вот если бы из локации в локацию можно было бы перемещаться свободно, типа с одной локации вышел и в другую попал, и
из второй ты попадаешь в третью, а из третьей в первую, тогда бы это было похоже бы на Dark Souls. Первый. Ладно, пойдем босса ковырять. Ковырнем чуть-чуть. Так, на полшишечки. А я-то думаю, что же еще такого сделал? Это босс. О, там еще какая-то нычка есть. Лунный камень тьмы. Понятно. Что началось? Так, что-то у меня маловато этого стамины, да? Оп, оп, оп. Валим. Бля. О, не попал, смотри-ка. Слушай, ну если не пыжить, по-моему, есть вариант его забодать. По чуть-чуть, главное, его так чик-чик. Не шибко-то и босс, походу. А я не достал. Если он, конечно, что-нибудь такого новенького не выкинет, то вполне его можно по чуть-чуть заковырять. Бля, я не достаю до него. Иди сюда. Да, бля. Попал. Ну да тянись ты хоть куда-нибудь-то, мать твою. Мать твою. О, подожди, вариант. И бам. Как тебе такое? О, вот сюда. Отлично. Подсняли еще. Еще подсняли. И тут. Аккуратненько себя ведем. Слушай, да его по этим, по шарам можно бить. Как по яичкам. Только у меня стамины нету, я потому что часто машу. Из-за этих, как его, в разные стороны, из-за камеры. Кстати, камера тоже типичная для Bloodborne. Ай! Шел. Да ладно. Ну слушай, этот гаденыш мне пока обошелся только в одну хилку. Он пока ничего такого особого не выкидывает, так что... А мы его сделаем. Да, все будет. Да, ёп, достанешь до него. И... Опа. Все. Кварц дали. Мы можем еще одну какую-нибудь штуку вкачать. И что дальше-то? Ну, замочил я его. Может, лиса Алиса с котом Базилио что-то знает по этому поводу. Пойдем посоветуемся. Прокачаться, я думаю, мы всегда успеем.
Удачи, говорит. Угу. Я должен спасти хозяина вот этой фабрики. Но где он? Я вроде все обошел. Крадется он, блядь. Ладно, пошли, короче, к костру. Это надо... Подожди. Надо, короче, заново всю локацию пылесосить. Чтобы понять, где я пропустил выход, но я вроде все обходил, и просто ходов других нету. Хотя, может быть, я что-то не... А, вот. Вот, все. Это единственный момент, где я не был, короче. Давай сейчас к костру. Да. Бахнем сейчас в отель, прокачиваем одну из способностей, там, я не знаю, как это. Прокачку в прокачке, короче, делаем. И плюс 1 уровень, и потом можно вторую половину локации изучать. Ой, эта баба уже выше стоит. По-моему, в этом есть что-то зловещее. Дура. Я вот не помню, кстати, у меня прокачка только кварц забирает или еще души надо тратить. Ну-ка пойдем к папашке. К создателю. Он уже сидит. Ну-ка ты, петушара. Крат, наверняка ты помнишь его другим, да? Задавай любые вопросы. Понятно. Нет. Нечем говорить. Дожили, да? С отцом не о чем поговорить. Изменить форму, кстати. Вот это что-то... Не. Это форма. Что значит это форма? Так. Это, видимо, когда я прокачаю первую фазу, тогда у меня открывается вторая фаза. И так далее. Интересно, а можно каких-то вот этих боссов, типа, пропустить? И не открыть какую-то из фаз? Но тут четко надо, скорее всего, за одну фазу не больше 2 вот таких вот слотов можно будет прокачать. Потому что вот этот шарик посередине между фазами, он половинку прошел почти. Так, что у нас есть? Продление способности, возможности ошеломления. Ну, не знаю. Вот это что? Больше ячеек легенды. Комбинация уклонений. Это вот, кстати, как в Devil May Cry 3 у нас было разнообразие в том, то, что ты, типа, дополнительные функции, короче, там, типа, себе берешь, там, быстрый ворот, типа, либо стрельба по-македонски с 2 рук, мастер меча, вот тут такое же что-то. Так. То есть, если я вставлю 2 ячейки, то у меня будет комбинация уклонения. Позволяет еще раз уклониться во время уклонения. Двойной прыжок, по сути. Двойной дэш. Ну давай, слушай, вроде неплохо звучит. Повышение атак легенды. Ну это рука, короче. Я не часто ей пользуюсь. А вот продление отшеломления вроде ничего. Хотя... Усиленный ошеломляющий эффект заряженных атак. Короче, это получается, если ты чаще бьешь заряженными атаками, то у тебя больше шансов его оглушить. А вот это, ну вот это мы вообще не рассматриваем.
А вот здесь, если ты его оглушил, тогда он дольше в стане стоит. Тоже неплохо. Я вот думаю, стоит ли... Короче, шанс крита, либо оглушение, время оглушения. Вот, ну, только насколько, это большой вопрос. Сколько дает это в секундах? Конкретнее надо. Где конкретика? Давай, наверное, продление ошеломления. Все-таки я чаще встречался с тем, то что... Хотя... Ладно, давай первая. Была, не была. Так, здесь все. Что это? Улучшенная регенерация при блоке. Неплохо, в принципе. Но лучше идеальное парирование, чем регенерация при блоке. Потому что так или иначе, если тебя блок пробивают, ты все равно теряешь здоровье. Не факт, что у тебя получится ударить еще раз по врагу, чтобы вернуть свое здоровье. Заряд импульсных ампул при смертельной атаке. Чё? Улучшает зарядку разряженных импульсных ампул при смертельной атаке. Вот это я вообще не понимаю. Пониженный урон при заряженных ампул. А, то есть у тебя хилки кончаются, и ты урона меньше получаешь. Да ну такое. Снижает получаемый урон при уклонении. Ну, слушай. Это если ты типа эффективно уклонился. Это вот как раз. Фактически в данный момент я сейчас переделываю игру из Sekiro в Bloodborne. Во как. То есть, если ты не хочешь играть от парирования, то ты начинаешь игру переделывать в Bloodborne, и ты уже играешь на воротах. Ишь ты что придумали? Слушай. Так, ладно, что еще тут есть? Зарядка легиона при уничтожении врагов. При уничтожении врага заряжается определенное количество легиона. Кстати, тоже неплохо, слушай. Врагов лупишь мечом, а у тебя восстанавливается. Это как крючок там или еще. Я часто могу его им пользоваться чаще. Пониженный расход выносливости при заряженных атаках. Ну, не знаю. Надо тогда, в принципе, от стамины играть, если что. Стамину качать. Прям заряженными лупить. Повышение заряда легенды при идеальном блоке. Ага, ну это как раз вот это парирование. А если дальше потом пойдут враги, которые ты будешь не идеально парировать? И все. И пролетает эта способность. Ускоряет восстановление прочности. Точильный механизм. Не очень. Вот идеальный блок, я вот, короче, склоняюсь, либо идеальный блок, а тут что у нас? Усиливает зарядку от обоймы легиона. Вообще это не понимаю. Ладно, вот это мне рассматриваем вот этот вариант. Либо бьем больше мобов, и у меня заряжается от этого способность руки. Либо оттачиваем парирование, и оно заряжает еще тоже руку. То и то хорошо. Так-то. Блин, а я могу вообще, кстати, изменить? Не-а. Ох, она.
Это единственное решение. Вот я не знаю. Чаще у меня получается идеальное парирование, или все-таки мобов я бью больше? Наверное, все-таки мобов больше. Давай так. Все. Двойной уворот, и открылась вторая фаза. Ну тут плюс одна лечилка, короче, что это такое? Уклонение на подъеме. Блин, как это позволяет уклоняться на земле. Да то есть. Ты так и так на земле стоишь. Непонятно. Получение регенерации при блоке. Восстанавливает некоторое количество регенерации при блоке при получении урона. То есть они, получается, ту глупую механику, которую сделали, когда ты получаешь урон при блоке, они решили ее реабилитироваться и ее запихнуть в прокачку. Такое. Больше ячеек для амулетов. Не знаю, амулеты, в принципе, ты не часто встречаешь. А на эту фазу я могу вернуться? Походу. То есть первую фазу я могу выкачать. Только кварца столько не найти. Ну тут скорее за проходку игры ты максимум по 2 в каждой фазе сможешь выкачать. Но все равно надо как-то двигаться на вот увеличение вот этих импульсных ампул. Отсюда надо плясать. Нет, я ее покупал на сайте. В Steam она 4000 стоит. Я ее взял, по-моему, за 389 рублей, что ли. На торренте игру выложили, но нету этого. Нету таблетки для нее. Когда таблетка выйдет, неизвестно. Эту таблетку можно ждать и полгода. Больше. Ближайшее, наверное, что буду покупать, это, наверное, может быть Helldivers. Ну, это в геймпассе, да. Helldivers, когда второй выйдет, я, может быть, ее в Стиме официально возьму. Ну, каждому свое. Helldivers — это у нас была игрушка на PS4, там вид от третьего лица. Десантники высаживаются на какую-нибудь планету и четвером, ну это кооперативная игра, и четвером лупят боссов, ой, не боссов, а жуков. Вот. Неплохая, в принципе, игрушка. Вот, но она чисто кооперативная. А тут собирается выйти в скором времени вторая часть. Вот, и там изменили вид от третьего лица, сделали, даже, ну, от второго, по-моему. Короче, со спины вид. Там, ну, много чего изменили. Я не знаю, я посмотрел трейлер, вроде понравилось. Так что, можно будет ее прикупить, она, скорее всего, не очень дорого будет стоить. И как-нибудь порезаться, жуков пострелять. А так пока что-то какие-то, ну не знаю, не видел я пока интересных проектов в ближайшее время. Так, вот там у нас костер горит. Точнее не горит, я должен его зажечь. Эти студенты, я должен их остановить. Пойдем сначала наверх. Костерок активируем, а то что-то бегает далеко. Все равно тут рядом. Я думаю, мы в скором времени уже будем этого спасать по заданию. Я сначала костер зажгу. Что это за чучело? Ты чьих будешь? Лоб. Не. Эй, полегче, не надо меня убивать. Наверняка мы можем договориться как разумные люди. Подожди, Джипи, это твой друг? Он послал тебя?
Со мной все в порядке. Пожалуйста, помоги найти моего дворецкого Пульчинеллу. Он марионетка и мой друг. Пульчинелло, по-моему... Ладно. Со мной все в порядке. Так, на меня должны были работать гвардейцы, но они сбежали, бросив меня на произвол судьбы. От них не было никакого толку. Мой дворецкий собирался забаррикадировать заднюю дверь. С тех пор мы не виделись. Пульчинелло всегда был мне верен. Не хотелось бы его потерять. Конечно же, фабрика на первом месте. Ее нужно отбить. Но, пожалуйста, поищи заодно и моего дворецкого. Его личная просьба... это личная просьба, и я буду перед тобой в долгу. По-моему, Пульчинелло это такая, знакомая очень фамилия. Вроде как это... то есть у нас сам по себе Пиноккио. То есть, где тут в Италии Пиноккио, да? Или где это? Вроде Италия. Или Испания. Там, допустим, Пиноккио. В России это Буратино. А вот Пульчинелло это, по-моему, это вот как раз Испания или Франция. По-моему, во Франции Пиноккио. А вот в Италии и Испании это Пульчинелло. Хотя, по идее, это один и тот же персонаж одного и того же произведения. Да, игра трудная. Бывают такие моменты. Это ж Souls-like. Ладно. Давай, садимся на костер. Будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.